Жизнь Филиппа текла спокойно в горах за пределами американского города Боузмен, штат Монтана. Ему было под 40, возраст, когда боль уже не кричит, а просто гудит где-то внутри. Он ушел от мира сознательно, устав от человеческой фальши и разбитых связей. Укрылся в тишине хвойного леса и жил так годами. Каждый день начинался одинаково: проверка ловушек, сбор хвороста, простая еда у костра. Прошлое не отпускало, но и будущего он не искал. Он просто был в одиночестве, которое стало привычным. Однажды, в морозный вечер, когда ветер уже метался по склонам и снег срывался с деревьев, он услышал что-то у двери. Там лежали женщина и ребенок. Женщина без сознания, с ссадинами, в порванной одежде. Рядом мальчик лет 5, дрожащий, с посиневшими губами. Филипп не раздумывал. Затащил их внутрь, растопил камин, дал воду, еду, укрыл. Мальчик молчал, но смотрел на него с тревожной надеждой. Позже женщина пришла в себя. Ее звали Эбби. Она сбежала от мужа, пьяницы и садиста, который бил ее и кричал на сына, Бена. В ту ночь он поднял руку на ребенка, и Эбби просто вырвалась в лес, не зная, где очнется. Филипп слушал без слов. История была чужой, но боль знакомой. Он не задавал вопросов, просто оставил их у себя. Прошли недели. Они стали жить втроем. Он построил пристройку, делился запасами. Бен сначала сторонился, а потом стал следовать за ним по пятам. Начал называть его дядя Фил. Эбби постепенно оживала, пекла хлеб, мыла окна, смеялась. В доме впервые за много лет звучал смех. Но прошлое не ушло. Однажды бывший муж Эбби нашел их. Он был пьян, вооружен и зол. Хотел забрать сына. Филипп вышел навстречу. Завязалась борьба. Нож ранил его, но он не отступил. Крики услышали лесники. Они пришли вовремя, вызвали полицию. Нападавшего арестовали. Филипп оказался в больнице. Эбби и Бен были рядом все время. Когда его выписали, дом стал другим, живым. Там был кто-то, кто ждал. Кто-то, кто называл его папой. Он не сразу принял это слово. Но когда Бен снова сказал: «Папа, посмотри мой рисунок», он не сдержал слез. Прошло 1,5 года. Филипп больше не прятался. Продавал древесину в городе, помогал соседям. Он понял, не важно, сколько боли было. Важно, что теперь у него есть дом, семья и жизнь, которую он не искал, но которая все же нашла его. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.